Привет-привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Катя, я люблю скрапбукинг. И сегодня долгожданная посылочка. В этот раз прям супер быстро пришла, но в пятницу отправили. И сегодня у нас четверг день. И посылка уже у меня, это прям супер рекордная скорость. Поэтому ура, ура, ура! Можно открывать и смотреть. Здесь должны быть 3 последних релиза. Ну, вернее, последний релиз с 3 коллекциями новыми. Значит, у нас там была коллекция морская, коллекция travel и какая-то еще коллекция. И так как я делала больше работ дизайнерских, чем от меня требовалось, мне еще как бонус спросили, что бы я хотела, какие коллекции, поэтому должны были сюда вложить. Поэтому давайте смотреть. Так, значит, у нас это из старых коллекций. Я сейчас делаю альбом, почти закончила. Скоро смогу показать. Лавандовая коллекция 20 на 20, закат высот. Это как дополнительно. Так, теперь у нас идет это новинки. Морская коллекция. Теперь Mindfulness Time. Так. Теперь Summer Adventures. Это travel, да, коллекция. Здесь тоже 2 наборчика. Ух ты, мне еще положили надписи. Ух ты, прикольно. Тут прям Teacher's Day. Чуть-чуть поздно, конечно, уже. Ну ладно. Вот. Классно. У меня, кстати, таких нет. Ой, тут прям прикольно. Вот это уже тут наградили нас. А, еще нет. Все, смотрите, еще здесь. Прикольно. Вот такая, кажется, есть. И вот такая есть. Ну, это не мешает, потому что надписи всегда нужны и важны. Всего здесь получается 2, 4, 6, 8, 10, 11 палеток. Это прям круто. У меня в прошлый раз штук 8 тоже было. Так, теперь наборчики 15 на 15. Морская от travel и, в общем, новинки. 3 новинки. Дальше я просила еще вот эти наборы. К сожалению, они уже не были у производителя в размере 20 на 20, только и были 15 на 15, 30 на 30. А вот последние эти 3 коллекции, они прям мне просто, я их обожаю. Я многие из них почти полностью потратила. Что-то мне просили подарить. Я дарила, когда ездила в гости домой. Поэтому мне прям хотелось иметь их еще в запасе. Поэтому это вот из этой части. И я заказывала еще дополнительно по набору высечек. Вот. Это из старых, да, коллекций. Вот эта розовая коллекция. Я почти всю потратила. Набор один из вырезалок. Один набор я подарила, поэтому мне хотелось иметь запас. Потому что очень универсальные вырезалки, в принципе, цвета универсальные, можно ко многим коллекциям приспособить, даже если нет самой коллекции. Так, теперь вот новые коллекции, как-то вроде потоньше ощущается, если это кажется. Так, еще новинки и новинки. Новинки и новинки. Постараюсь достать. Здесь тоже новинки, получается, 2 морских, 2 таких насыщенных, 2 этих, и получается по одной еще дополнительно из старых коллекций. Поэтому предлагали посмотреть, конечно же, новые коллекции. Сейчас я все рассортирую и вернусь листать коллекции. Так, начну с коллекции travel, потому что в планах давно уже сделать travel. Я недавно ездила в горы с сыном в путешествие, и у меня есть классные фотки. Естественно, хотелось бы их как-то оформить, поэтому я прям очень ждала. И у нас у дизайнеров спрашивали, что бы мы хотели видеть в коллекции. Я специально не смотрю коллекции до того, как они приходят ко мне, чтобы смотреть вживую, и чтобы было больше интересно. Поэтому буду смотреть вместе с вами. И давайте глядеть.
Значит, в коллекции, как обычно, 6 двухсторонних листов. Так, вот такая большая карта. Дальше. Тут тоже, конечно, достаточно очень большие такие форматы. Вот этот мне нравится. Универсальный лист такой, что даже если часть вырезать, что тоже будет понятно. Здесь можно интересно вырезать как элемент обложки, например. Так, вот такая деревянная основа. Дальше. Карты, бумажные листы. Вот тут очень красивый цвет такой, изумрудный. Теперь вот такая еще красота. Такой нейтральный листок. Вот такой. Здесь тоже удобно, что можно какие-то детали повырезать, если не хочешь использовать весь лист. Либо как в travel, да, пополам сгибаешь, и основа для обложки. И получается и там есть что-то интересное. Только, наверное, вот так. И чуть подоформил, и уже готово. И последний листочек. Вот такой. Марки, книжки. И тоже такой универсальный листок. Так, смотрим 20 на 20. Здесь микс, поэтому прикольно, да, что я всегда говорю, что у вас, когда покупаете 20 на 20, у вас всегда дополнительно есть еще 5 листов, потому что есть обложки. Так, здесь отличается. Вот такой тоже прикольный лист, необычный. Так, здесь повторяется, естественно, с того, что было там, такой же, как на обложке. Вот такой. Ну, здесь размер поприятнее, поэтому будет интересно работать. Конечно, чуть темновато. Мне хотелось чуть посветлее коллекцию бы. Ну, будем как-то разбавлять светлыми подложками, какими-то вставками. Так, вот такой лист. Здесь такой. И вот такой листочек. Так, теперь вторая часть. Вторая часть. Здесь будет базовые листочки. Здесь на обороте досточки. Здесь тоже как карта. Еще одна карта. Я вообще люблю, если честно, больше базовые вот такие листы. Они мне как-то больше импонируют, чем даже с принтами. Потому что у тебя есть куча вырезалок. И можно как-то это все оформлять. Конечно, когда нет вырезалок, тогда лучше иметь какие-то принты. Но так как у меня вырезалок достаточно, то, в принципе, есть чем работать. Вот такой листочек. Вот такой. В принципе, можно сочетать, потому что похожие листы есть в других коллекциях. И если чего-то нету, то вполне можно найти. Так, есть. Теперь смотрим 15 на 15. Здесь будет, естественно, 24 листочка. И опять же, каждый будет повторяться еще с вставкой. Поэтому будет всего 28 листочков. Вот маленький прям вообще прикольный размер. Жалко, что для тревела маловато, как бы 15 на 15. Хотелось бы чуть-чуть побольше. Ну, тоже можно что-то придумать. Вот. Хорошо тоже смотрится и в маленьком размере. Мне нравится. Так, ну и теперь одно из самых интересных. Что же в вырезалках? Мы писали свои идеи, что можно, какие элементы добавить. Поэтому давайте смотреть, что у нас тут есть. Так, ну здесь рамочки, стандарт, в принципе, такой. Дальше, значит, у нас здесь есть замки, какие-то арки, качели. Так, тут у нас сладости разные. Ну, лето же, да, отдых. Еще сладости. Теперь то, что ближе к путешествиям, да. Здесь журналы, книги, компасы, карты, фотоаппараты, глобус. Прикольно. Здесь уже походная
одежда, рюкзаки. Мне нравится, что в этот раз здесь, пока не вижу цветов, будет очень быстро вырезать набор. Так, здесь тоже элементы. Марки разные, письма, магнитолы. Прикольно смотрится. Так, теперь у нас здесь транспорт. А транспорт очень разный, да, и самолеты, и мопеды, и воздушные шары, и минивэны, велосипеды, поезда. В принципе, прикольно. Так, теперь, собственно, кто отдыхает, да? Ну, так как альбом, например, я хочу делать о себе, поэтому не знаю, насколько будет уместно такое вставлять. А вот прикольные элементы, да? Похоже на Амстердам какой-нибудь. Ну, в общем, европейская такая архитектура. Домики такие прикольные. Красиво смотрится. Так, теперь часики разные. Здесь тоже разные элементы, да, городского пейзажа, либо вот возле речки. Так, теперь Trip and Adventure. Смотрим, что тут. Здесь прям детальные такие карты, указатели, компасы. А здесь называется все, что пригодится в походе. Радио, фонари, ножи, лампы, бинокли. Тоже марки разные. Вот ботинки, это, знаете, про то, как здесь я живу. Здесь обычно есть отдельная обувь для хайкинга. Как-то раньше я никогда не задумывалась об этом, как бы одел удобные кроссовки и побежал. А здесь как бы даже когда вот дети едут в лагерь, обязательно указывают, что обувь должна быть для хайкинга отдельно. Так, палатки, огоньки, еще транспорт, да. Так нравятся вот эти боксики, не боксы, а как они называются? Дома на колесах, да. Здесь даже во дворах можно увидеть вот такие, либо даже у нас в городе есть отдельные парковки, где живут в таких минивэнах, домах. Так, самолеты еще, поезда. Дальше книги, фотоаппараты, карты, глобусы. Ну, такие элементы прикольные, в принципе, как для походов. Здесь чемоданы, очки, кепки, ботинки. Такой универсальный, кстати, да. Здесь опять есть люди. Жаль, на меня нет похожих. Так, вот такие элементы. Тоже письма. Ну, прям очень большие, конечно. Куда их так прям ставить? И еще немного пейзажей есть. Вот такие, такие, и такие, и всякие. Прикольно. Так, с travel коллекцией разобрались. В принципе, хорошее мне впечатление. Хочется делать. Но надо закончить альбом, сдать как дизайнерскую работу, потом приниматься за следующую. Еще у меня переезд через неделю, поэтому надо сложить все свои скраб-богатства, выкинуть все, что не надо, упаковать все, что надо. И надеяться, что все сложится хорошо. Так, едем дальше, смотрим морскую коллекцию. Так, теперь у нас морская коллекция в таких достаточно классических, как мне кажется, морских тонах. Хотя, если сравнить с коллекциями других производителей, мне кажется, что достаточно уникальная коллекция, потому что нет скучных принтов, типа там в полосочку, в клеточку, веревки и все такое. То есть здесь более какой-то вот, как это сказать, сюжет. Это здесь какой-то более сюжетные такие изображения. Вот. Маяк очень мне нравится. Не помню, когда я переезжала, взяла ли я штамп маяка. У меня был очень красивый штамп. Вот такой лист. Необычный, как мне кажется, для морской коллекции, но все равно можно интересно подобрать. Так, вот такие очень красивые
кораллы. Я заказала на Алиэкспресс силиконовую форму для кораллов, и она успешно ко мне не пришла. Где-то потерялась в дороге. Вот даже здесь, да, если взять красный цвет, то как ткань какая-то, да, то есть нет такого яркого красного, к которому мы привыкли в морских коллекциях. Здесь вот также есть очень красивые прям сети такие, вот если присмотреть, то есть такая очень красивая прорисовка здесь получилась, немного цветов. Вот я мечтаю вот так поехать на красивый океан лазурный и полежать в гамаке. Так, второй лист тоже такой достаточно насыщенный, то есть надо какие-то прям вот очень светлые фотографии, чтобы перебить такой темный фон. Так, еще вот лист, да, тут волны как бы, но они не совсем волны, да, если посмотреть, это как краска здесь, то есть нарисованные волны, но которые не похожи на настоящие волны. И здесь такие досточки. Так, светлый лист, вот мне тоже нравится. Вот такой домик, поселение, у меня всегда ассоциация с рыбацкими какими-то поселками. Так, вот такой еще лист. И последний листок. Паруса. Русалка. Кит. Не кит, это якорь большой, думала кит. Так, и на обратном. О, вот здесь прям классно вот этот лист. Кстати, смотрите, очень классно выпустить в travel коллекцию. Прям супер будет смотреться. Так, смотрим 20 на 20. Что у нас тут? Значит, здесь вот такой, ой, прям красивый лист, а. Вот здесь уже настоящие волны, похоже, по крайней мере. Так, разделяем и смотрим меньше формат. Вот здесь уже кораблик тоже более уместно как-то смотрится, более натуральный какой-то размер. Так, красиво вот этот штурвал смотрится. Так. Я не знаю, когда вот, смотришь через камеру, он как-то так все мутно выглядит, но вживую лист красиво смотрится. Когда я только вот сейчас открыла, мне показалось, что она достаточно такая темная какая-то. Но сейчас смотрю и, в принципе, понимаю, что можно сотворить очень классные вещи. Кстати, накидайте идеи, что бы вы сделали с морской коллекцией. Так как я не могу повторять постоянно, например, если я сделаю travel book, я не могу следующий сделать тоже travel book. Мне надо какой-то другой проект, поэтому подскажите, что из морской сделать еще можно, кроме travel book и альбома. Так, на обороте вот такая здесь с текстом мелким. Так, и такие вот пошли фоновые. О, кстати, да, только сказала, что нет, а тут вот какой-то такой морской есть лист. Здесь прям очень темные, конечно, листочки. Но мне кажется, что даже если приложить для контраста более светлую фотографию, то как раз она будет выделяться, и темный фон будет подчеркивать. Здесь красивые сети, такие запутанные, красиво смотрится. Так, здесь такой же листочек, да, там был с рисунком, здесь были 2 шезлонга. Так, здесь нейтральный такой листочек. Не совсем, чтобы волны, да, ну что-то такого. Здесь вот похоже уже на какие-то океанские волны с пеной. И такая досточка. Ну, неплохо, скажу я, неплохо. Так, и смотрим быстренько 15 на 15. Вот так я быстро пролистаю. Или не пролистаю так быстро. Здесь прям такими маленькими. Вот, кстати, из 15 на 15 можно сделать Magic Box и такой для небольших карточек. Вот, может, даже такая будет мне идея. Мне кажется, интересно будет смотреться. Здесь как раз удачный такой размер. Но надо в вырезалке сейчас смотреть, потому что надо понимать, что есть возможность как-то это все вместе совместить. Вот. Ну, неплохо. Вот маленький размер тоже. Я люблю 15 на 15. Не знаю, многие не любят. Я нормально отношусь, хотя у меня столько запасов, что буду переезжать. Наверное, сниму свой переезд и
оформление своей комнаты, потому что у меня будет отдельная комната для скрапа. Небольшая, но тем не менее лучше, чем ничего. Так, и теперь, собственно, смотрим вырезалочки. Для меня смешно вот такие, как бы, если более серьезная коллекция, то мне хотелось бы настоящих каких-то пингвинов. Ну, с другой стороны, возможно, там дальше будут, поэтому можно будет. Здесь такой сказочный, да? Русалки, чемоданы, штурвалы. Так, цветочки ко мне уже идут. Сегодня отправили. Так что, конечно, долговато ждать придется. Недели 2, обычно 3 идут цветы ко мне. Ну, как для размеров, может, на 30 на 30 нормально, но мне кажется, прям очень большой, конечно. Но зато вырезать легко будет, потому что очень такие незамудренные, скажем так, композиции. Быстро будет вырезать. Так, рамочки. Ну, рамочки всегда подчеркивают какой-то элемент. И здесь вот баночки прикольные, да, тоже можно применить. Так, здесь пошли доски. У нас популярный сап называется. Такой лодка, не лодка. Не знаю, как объяснить, но прям, так как у нас тут океана нет рядом, моря нет, только реки, поэтому на реках часто пускаются в такие себе путешествия. В прошлом году у меня сестра плавала с мужем и утопила телефончик. Так, благополучно. Так. Здесь детки, моряки. На капитанов похоже, да? Здесь барышни. Вот барышни мне нравятся. Прям так. Интересненько смотрится. Классно, что наконец-то новые какие-то герои в сравнении с другими коллекциями, другие лица, скажем так. Ну, вот здесь пошли, собственно, какие-то морские снасти. Я так полагаю. Кораблики, кораблики. Я боюсь воды, не люблю я море, купаться. Это все не моя тема. На берегу лежать тоже не люблю. Я сгораю быстро. Поэтому морские коллекции. У меня есть морской альбом, оставлю ссылочку. Я его люблю, но море я не очень люблю. Хотя я жила возле моря, буквально 15 минут езды, я могла за лето ни разу не скупаться и абсолютно от этого никак не страдала. Наверное, многие мне позавидуют, но уж так сложилось. И здесь вот у нас есть большой бассейн городской, можно ходить, мне сын обожает туда ходить. Я вот год и 2 месяца здесь живем, я ни разу не была. У меня есть туда вход, карточка, но я ни разу не была. Я хожу в спортзал, но ни разу даже не заходила, не спускалась, только смотрела, получается, окна спортзала выходят на бассейн, и я наблюдала за сыном, но сама ни разу не была. Так, вот такие красивые тоже композиции. Прям ракушки мне нравятся, очень нравятся. Я, кстати, уже купила. Покажу сейчас. Вот такие масенькие ракушечки. Настоящие. Возможно, сделаю морской тег. Как-то я делала с каминчиками. Сейчас, если найду, тоже оставлю ссылочку. Прям очень я его любила. На нем было очень мало просмотров. Мне было жаль, потому что реально он крутой получился. Он поехал в подарок по обмену. Но я прям не могла насмотреться на него. Он как живой был. Здесь маяки тоже разные. Красиво смотрится. Ну и живность, собственно говоря. Кстати, где-то я видела сушеных маленьких тоже коньков. Можно поискать в магазине. Рыбки прикольные. И дельфины, и черепашки. Вот эти мне нравятся, да, то есть они похожи на настоящих животных. И, как по мне, вот такой удобнее использовать. Ну, прям вырезалки меня порадовали. Вот прям я очень довольна. Теперь очередной, или, как сказать, тот же самый вопрос. Где взять время на это все добро? Лето впереди, у меня сумасшедший график работы. Поэтому я сейчас редко на канале.
редко снимаю, потому что просто реально нет времени. Так, вернусь с новой коллекцией. И третья коллекция Mindfulness Time, переводится как время для размышления или что-то в этом роде. Тоже такая себе достаточно насыщенная коллекция, поэтому давайте смотреть. Кстати, да, обычно, если выходит 3 релиза, 2 из них делает Рената, основательница Craft of Walk, и одно делает Катерина. Они как сосоздатели, не знаю, как там правильно сказать. То здесь вот какая морская была Кати и Adventures, и вот эта коллекция от Рената, создатель. Ой, люблю такие листочки. Прям они насыщенные, такие, классно подчеркивает, когда вот особенно для фона чего-то взять и сверху более спокойно тона, классно эти листочки смотрятся. Ой, тут цветы. Я же уже знаю, какие мне идут цветы. Я просто знаю, как они офигенские будут смотреться. Класс. Я сначала очень так специфически отнеслась, когда нам показывали такой преданонс. Как-то она мне тоже показалась такой сложной, темной, непонятной. Сейчас смотрю, она мне прям нравится. Опять, да, смотрите, вот тона чередуются. Здесь с бордовым, здесь с бежевым. Так, чтобы можно было тоже разные сочетать элементы. Ой, этот лист прям очень красивый. Не знаю, как насколько передает камера. Ну, очень красиво. Ой, здесь прям с зеркалом таким. Класс. Мне прям нравится. Обратная сторона с кружевом. Так, здесь вот такой шикарный тоже лист, насыщенный. И вот такая основа. Тоже такая ни к чему не обязывающая. И в морской, да, кажется, коллекции тоже такой был листочек. Так, смотрим 20 на 20. Так, значит, разделяем. Здесь на дополнительном листочке. Ой, прям красивый листок. Офигенски красивый. Так. Здесь повторяется 30 на 30 набора. Красивые оттенки. Вот прям даже не ожидала, что настолько мне понравится. Прям красиво. И вот этот листочек красивый. Конечно, достаточно наляписто так, да? Хочется чем-то разбавить. Ну, что мы будем думать, чем и как разбавить. Ну, вообще очень красивые листы, я не знаю, прям мне нравятся. Вот эти не очень, но другие нравятся. Так, сразу откладываю первую часть и смотрим фоновые деревяшечки. Такой фон, такой. Вот этот красивый лист. Угу. Еще деревяшечки нейтральные. Мне нравится, что есть вот такие нейтральные листы, которые будут разбавлять, собственно, все эти насыщенные оттенки. Здесь как вот этот лист, да, похож. Просто без цветов по бокам. И на обороте вот так. Так, быстренько 15 на 15 пролистаем. Что у нас тут интересного? А, здесь будут все те же самые моменты, просто размер маленький. Я в последнее время прям полюбила делать открытки с 15 на 15. Они мне прям так как-то красиво смотрятся, квадратные. Не знаю, прям мне очень нравится. И я прям... Еще бы, говорю, еще бы время чуть-чуть больше. Вообще было бы замечательно. Ну, пока вхожу с тем, что есть. И, собственно, вырезалочки. Смотрим, что у нас здесь.
Вырезалки, вырезалки. Я так понимаю, что это такая женская коллекция. Красивый такой комод. Прям красиво. Здесь у нас окошки какие-то такие загадочные. Цветочки пошли. Мне вот эти листочки нравятся. Вот эти. Я люблю тоже такие формы. Они легко вырезаются. Достаточно быстро. Тут тоже вот очень деликатные такие красивые листочки. Так, здесь пошли более побольше композиции. Тоже голубой с бежевым и с розовым, таким бордовым, да, цветом. Красиво сочетаются, что те. Хорошо, что есть достаточно равное количество композиций, то есть и с бежевым, и с бордовым можно будет хорошо сочетать. Так. Тоже красивый. Мне прям нравится. Здесь уже вот сложнее вырезать, да, много тонких деталей. На это все уходит очень много времени. Так, а здесь получается, думала, какие-то эльфийские, но вот смотрю, у девочки какое эльфа, такое вытянутое ушко. И вот здесь. Но не у всех, что тоже есть хорошо. Не люблю эти все темы. Они мне не близки, даже бы я сказала, далеки. Все такое, короче, не мое это. Ну, есть вот нейтральное, да, которое можно использовать, в принципе. Кто любит, наверное, им понравится, но я не люблю. Так, бабочки. Тут хотя бы вот чуть-чуть есть какие-то маленькие, потому что для меня вот это прям, ну, очень большие, не знаю, куда их применять. Так, теперь пошли здесь двери. Двери красивые, интересные тоже. Книги. Печатные машинки. Красиво. Так, дальше. Вот такая красота тоже. Мне нравится. Я люблю такое. Так, торты. Торты. Лучше только смотреть глазами, не класть в рот. Я всегда завидую тем, кто может есть все, что хочет, и не поправляться, потому что я очень легко поправляюсь и очень тяжело сбрасываю вес, несмотря на то, что я интенсивно работаю, но тем не менее в этот раз прям очень много часов. Классно, я люблю читать в композициях. Так, здесь такие перышки. Красивая композиция. У меня, кстати, ножичек, по-моему, такой есть. Можно будет применить. И ваза красивая. Там чемоданы, сумки, подушки, шляпы, свечи. Ну, тоже красивая композиция, как по мне. Здесь разные украшения. Надо бы поискать что-то подобное, чтобы настоящее было. Украшения, какие-то камешки. У меня ничего такого нет. Но будем посмотреть, что из этого получится. Рамки тоже красивые. Ну, собственно, очень даже неплохо. Как по мне, прям есть из чего выбирать, есть с чем работать. Напишите в комментариях, какие вам понравились коллекции больше, какая из коллекций, которую бы себе хотели. Возможно, если есть идеи, накидайте, буду вам благодарна. Надеюсь, что не буду пропадать надолго и скоро вернусь. Постараюсь снять, как обустрою свою комнату. И увидимся. Всем мира, добра и пока-пока.